Ты, возможно, давно задаешь себе этот вопрос. Мне просто тяжело или со мной что-то не так. Иногда кажется, поговорю с подругой, поплачу и станет легче. Но есть ситуации, где поплакать не помогает. И сегодня мы разберемся, когда пора не просто поговорить, а обратиться за профессиональной помощью. Почему подругам это не терапия? Давайте честно. Друзьям это поддержка. Это те, кто рядом, кто выслушает, но не всегда поможет по-настоящему. У подруги может не быть ресурса, не быть времени. И, что важно, не быть нейтральной. Она будет утешать, давать советы, сравнивать со своей жизнью. А психолог слушает иначе. Без оценки, без обесценивания, без попытки починить. Он знает, как провести тебя через внутренний хаос, не торопя, не пугая, а шаг за шагом. Это не просто разговор, это путь к себе. Как понять, что пора к психологу? Иногда мы говорим себе «я справлюсь». Это просто плохой день. Не хочу нагружать других. Но вот что может быть сигналом, что пора обратиться за помощью. Ты снова и снова возвращаешься к одной и той же проблеме. Разные ситуации, разные люди, а боль все та же. Ты все чаще чувствуешь вину, тревогу, опустошение. Радость будто выключили. Близкие замечают, ты изменилась, с тобой что-то не так. И ты сама это чувствуешь, но не можешь объяснить. Ты начинаешь избегать общения. Откладываешь дела. Смотришь на жизнь как будто из-за стекла. И самое страшное, тебе кажется, что тебя никто не понимает, даже те, кто рядом. Если хотя бы 2-3 пункта откликнулись, это уже не просто стресс. Это приглашение остановиться и позаботиться о себе глубже. Что дает работа с психологом? Психолог не волшебник. Он не дает мгновенных решений. Но он создает пространство, в котором можно быть настоящим. Где ты можешь быть уязвимым, где не надо держаться, где можно плакать, злиться, молчать, и это будет нормально. Он не скажет тебе, что делать. Он поможет услышать себя. Иногда за одной фразы «я просто устала» прячется годами сдерживаемая боль. Он поможет добраться до корней, разобрать старые паттерны, отпустить то, что уже не работает, и шаг за шагом вернуть себе опору внутри. Терапия – это не слабость, это взрослая форма заботы о себе. Когда ты выбираешь не страдать в одиночку, а идти через все осознанно, с поддержкой, с уважением к себе. Примеры из фильмов. Когда помогает не подруга, а психолог, мы часто видим, как герои идут к друзьям, за советом, за рюмкой, за плечом. Но есть фильмы, где они делают другой выбор. Good Will Hunting. Умница Уилл Хантинг. Уилл – гений, но внутри сломан. И только разговоры с психологом в исполнении Робина Уильямса становятся началом его настоящего пути. Там была одна сцена, помнишь? Когда психолог просто говорит «это не твоя вина, не твоя вина», снова и снова, пока Уилл не расплачется. Это и есть терапия. Не советы, а честный контакт с болью. In Treatment – пациенты сериал, где каждую серию человек приходит в кабинет. Без драм, без музыки. Только разговор. Но ты видишь, как с каждой встречей в человеке что-то меняется. Психолог – это не друг. Это зеркало. Это проводник вглубь себя. The Sopranos. Клан Сопрано. Тони Сопрано. Мафиози. Но даже он ходит к психотерапевту. Потому что, как он сам говорит, у меня внутри тьма, и я не знаю, как с ней быть. И именно в этом кабинете он становится человечнее, чем на улицах. Ты не обязана быть сильной все время. Ты не обязана справляться одна. Если чувствуешь, что задыхаешься, это не капризы. Это тревожный сигнал. Услышь его. И если тебе нужен тот, кто не осудит, не перебьет, не сбежит от боли, психолог рядом. В описании под видео есть ссылка на чат-бот. Ты можешь задать вопрос бесплатно или записаться на личную консультацию. Потому что жизнь – это не про выживание. Это про тебя. Настоящую.